Этапы в отношениях. Каждые отношения развиваются по известной уже схеме этапов, то есть проходят определенную череду развития, и вы наверняка про это знаете, если интересуетесь темой психологии. Если нет, то напомню про это и расскажу эту тему через вопросы вас, моих зрителей, которые задали мне под роликом, который вышел 2 года назад. Итак, этапы в отношениях, их всего 5, то есть абсолютно любые длительные отношения проходят через эти этапы. Сначала мужчина, например, и женщина знакомятся и влюбляются друг в друга, происходит химия, то есть тело реагирует возбуждением, желанием, начинает тянуть к человеку. И длится этот этап обычно от меньше года до 3 лет. Чем быстрее живет наш мир и развивается, тем быстрее проходят все этапы развития отношений тоже. Поэтому каждый год мы ускоряемся, и все меньше времени длится наша влюбленность. И дальше, после влюбленности, когда она заканчивается, и наше тело перестает производить так много гормонов, притягивающих нас к партнеру, начинается этап борьбы, потому что все. Просто так в розовых очках я в тебя влюблена быть уже не могу. Я начинаю видеть тебя реальным, с твоими недостатками. И тут я начинаю бороться с недостатками своего партнера. И я, и вы, и все мы проходим этот этап борьбы. И, безусловно, от того, насколько развита личность, насколько мы умеем строить отношения, зависит, будет эта борьба битьем посуды заканчиваться, битьем сковородкой об головы, кровопролитием, да, криками, условным кровопролитием. Или же люди будут конфликтовать по-взрослому, мудро, когда конфликт — это не ссора, а это точка будущего сближения. То есть в конфликте я показываю своему партнеру, чего я хочу, какая у меня потребность. Он заявляет мне свою потребность, и мы вместе находим решение, максимально подходящее нам обоим, и после этого мы становимся еще ближе. К сожалению, очень мало пар умеют так конфликтовать с пользой. Если вдруг вы хотите этому научиться, приглашаю вас на мои курсы по отношениям. И прямо сейчас первую ступень этих курсов вы можете пройти бесплатно, на которой узнаете 19 ошибок, которые совершают пары в отношениях. Узнаете их и сможете перестать их делать. Таким образом улучшить ваши взаимоотношения с человеком, которого вы любите. Ссылка для регистрации внизу. Прямо сейчас регистрируйтесь, начинайте проходить, пока еще я не удалила эту возможность. После 2-го этапа идет 3-й. Зона стабильности, комфорта. Мы притерлись друг к другу, мы уже знаем друг друга и умеем обходить острые углы друг друга, и нам вроде как стало комфортно. Но важное условие: если какой-то из этапов не прожит, не пройден, то к следующему не перейдут. То есть если мы с тобой влюбились друг в друга, а зону борьбы, этап борьбы мы не прошли, мы так и продолжаем бороться, то к стабильности мы не перейдем. Поэтому так важно научиться верно конфликтовать, когда конфликты вас не ссорят, не отдаляют друг друга, а наоборот сближают. Чем опытнее в отношениях люди, знаете, это не жизненный опыт, а чем лучше люди умеют строить отношения, тем быстрее они из этапа борьбы переходят в этап стабильности. Ну и, конечно же, это приятнее, потому что долго бороться никому не будет приятно. Это очень нервно и эмоционально тяжело. 4-й этап – это этап обязательств. Уже создается семья, бытовуха, кто за что отвечает, где чья зона ответственности. Люди притираются именно уже из роли семьянинов. И 5-й этап, завершающий, это этап творческий, когда мужчина и женщина, например, да, если это пара, муж и жена, начинают чувствовать себя командой, они что-то вместе создают. Творчество, бизнес, построить новый дом, сделать ремонт. Вот совместная деятельность вместе, которая приносит радость, которая дается в легкость, которая идет через творческое начало, это завершающий этап отношений. На этом этапе можно прожить долго и счастливо всю жизнь с минимальным количеством неприятных эмоций в отношениях, потому что если пара дошла до 5-го этапа, значит, они достаточно гармонично уже сожительствуют вместе. Про этапы в отношениях я рассказывала еще 2 года назад вот в этом видео. И сейчас я хочу его дополнить, ответив на вопросы моих зрителей. И первый вопрос, который я вижу под этим видео, звучит так. Если родители говорили, что если твой возлюбленный не делает тебе предложение через полгода, значит, он не серьезен по отношению к тебе.
Первое, что я хочу сказать, что не слушайте родителей. Безусловно, ваши родители что-то говорят верно, что-то неверно. Но ни в коем случае то, что они говорят, не нужно воспринимать как истину Божью, потому что они такие же живые люди, которые ошибаются, у которых есть свои иллюзии на этот мир, они смотрят через свои искаженные фильтры, как и мы все. Поэтому все нужно подвергать критическому мышлению. По сути, этот вопрос и есть проявлением критического мышления. Итак, раньше, в древние времена, когда сексом до свадьбы заниматься было нельзя, когда все вот так было чинно и порядочно, конечно же, и когда женились не потому, что я действительно этого хочу, а потому что надо жениться на девушке-женщине, с которой ты в отношениях, тогда, возможно, время, через которое он делает вам предложение, и говорило о чем-то. Сегодня, когда так популярны гражданские браки, когда люди уже не хотят жениться ради жениться, а понимают, что в принципе и жить одному или жить в гражданском браке достаточно комфортно. Люди не спешат делать предложения, потому что знают, что это уже не обязательно. Поэтому я рекомендую никому не обращать на это внимание. И если девушку волнует этот вопрос, то, вероятно, она очень хочет именно замуж. То есть не просто быть в отношениях с тем, кто ей нравится, она именно замуж хочет, статус жены. Опять-таки, это не хорошо, не плохо, но это о чем-то говорит. А именно о том, что есть иллюзия, что как только я получу штамп в паспорте, что-то в наших отношениях станет лучше. Как правило, за штампом в паспорте гонятся, когда хотят каких-то больше гарантий, стабильности. Вот я бы рекомендовала прожить первый этап влюбленности, прожить второй этап борьбы. И только если у вас, как у пары, получается через это пройти, и вы входите в третий этап стабильности, вот там уже и женитесь. Потому что вы уже в стабильности, и вам этот штамп в паспорте стабильности не добавит. Он, по сути, только уменьшит всякие юридические возможные проблемы. Какие как бумажки подписать, что на кого оформлено и все такое прочее. Это мой взгляд. Поделитесь, зрители, замечательные мои, вашим мнением на эту тему. Следующий вопрос. А возможно ли за месяц отношений пройти уже несколько этапов? Интересно. Нет, я думаю, что нет, потому что мы не настолько еще скоростные в отношениях. Влюбленность, этап влюбленности, он регулируется химией нашего тела. Но здесь может быть путаница. Может быть, только начали встречаться, тело реагирует, влюбленность, и уже боремся, уже борьба. Это скорее не признак того, что вы перешли на следующий этап. Это скорее признак того, что человек имеет травмы отношений, травмирован, что ему отношения строить дается очень сложно или обоим в паре. И тогда борьба начинается там, где, по идее, ей еще рано бы быть, нужно бы наслаждаться влюбленностью, а уже борьба. То есть это показатель скорее травмированности человека в сфере отношений, чем показатель перехода на следующий этап. Еще один вопрос. А если человек говорит на начальном этапе, на этапе влюбленности, что не влюблен, а просто нравишься? Я рекомендую не сильно обращать внимание на то, что люди говорят. Мы говорим не всегда, далеко не всегда то, что думаем и чувствуем. Мы говорим то, что нам привычно говорить. А многие люди вообще всю жизнь не могут сказать человеку, которого любят: «Я тебя люблю». У них сжимается горло, каменеет челюсть, и они просто не могут выдавить из себя эту фразу, хотя на самом деле чувствуют любовь. Поэтому если человек говорит: «Ты мне нравишься», это значит, что его уже к вам тянет, вы ему симпатичны. Возможно, он не может сам идентифицировать свою влюбленность. По сути, влюбленность — это и есть «ты мне нравишься». Как вам такой формат видео, где я отвечаю на вопросы зрителей? Напишите, поделитесь. И если вы хотите, чтобы я также более подробно, чем в комментариях, ответила на ваш вопрос, то, пожалуйста, задавайте в комментариях под этим видео, и тогда я сниму еще видеоразбор ответов на ваши вопросы.